Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодняшняя тема моего доклада, как вы уже слышали, это бронхоскопия как метод диагностики кашля. К каждому из нас на прием обращаются пациенты с кашлем разной этиологии. Так что же такое кашель? Кашель – это естественный механизм очищения верхних дыхательных и нижних дыхательных путей от инородных предметов, от любой слизи, от любого патогена. Соответственно, это естественный механизм, который предотвращает, извиняюсь за волнение, предотвращает наши легкие, в общем, от различного патогена. Причинами возникновения кашля являются многие факторы, такие как травма, различные заболевания носоглотки, глотки, гортани, пищевода. Могут являться инородные предметы, вирусные бактериальные инфекции, грибковые инфекции, астма, будь то астма кошек, либо астма у собак, заболевания сердца, неоплазии, дирофилариоз. Сегодня я не буду касаться всех причин возникновения кашля, остановимся на самых распространенных. Травмы дыхательной системы. С травмами мы встречаемся достаточно часто, будь то какие-то воздействия высоких либо низких температур на дыхательные пути, химические ожоги, будь то какие-то чистящие средства, допустим, в домашнем обиходе. Также это могут быть воздействия дыма, угарного газа. Мы можем, соответственно, наблюдать, это как пример, да, вот, соответственно, такое поражение трахеи и бронхов. Дальше у нас заболевания глотки, носоглотки, гортани, пищевода. Их достаточно много заболеваний. В своей практике, не за долгих 2 года, я встречалась и с аномалиями развития носоглотки, гортани, и с назофарингеальными полипами, которые достаточно часто встречаются в практике ветеринарного врача. Вот. На данном слайде представлена, соответственно, аномалия развития носоглотки, то есть это мягкое небо, волчья пасть врожденная. Здесь представлена рентгенография и контрастный предмет, не контрастный предмет, а контрастное тело, можно так сказать. Это назофарингеальный полип. На этой фотографии, соответственно, удаленный полип. Вот так вот он выглядит. Также со стороны пищеварительной системы есть много разных факторов, которые влияют на образование кашля. Это и аномалии развития пищеварительной системы, будь то аномалия сосудистого кольца, мегаэзофагусы. Также со стороны дыхательных путей это и коллапс черполовидных хрящей, и параличи гортани, и брахицефалический синдром, в который, кстати, входит гиперплазия мягкого неба, и мы это рассмотрим чуть позже. Сейчас. У меня проблема с воспроизведением видео. То есть, вот это видео не воспроизводится. Извиняюсь за технические неполадки. Да, есть. Если это... Сохранила неправильно. Да какой я сохранила неправильно? Все правильно сохранила. Открой свою конференцию. Сейчас, подожди. Можно так показать. Давай так показывай. Или просто перетяни на видос. На слайд. Блин, она у меня с сайта. Вот что она. В чем проблема?
Прошу прощения за неполадки, в общем, не получилось воспроизвести это видео. Мы посмотрим на паралич гортани. На данном видео мы визуализируем голосовые связки. И, соответственно, это акт вдоха и выдоха. При пальпации биопсийным щупом никакой реакции, соответственно, мы не видим. То есть ни сокращения, ни раздражения, ничего такого не происходит. У животного не сокращаются череповидные хрящи, то есть не происходит нормальной аддукции. На картинке слева, соответственно, видно, как в норме должен происходить вдох и выдох. Соответственно, при вдохе у нас череповидные хрящи расходятся, при выдохе они сходятся вместе. Коллапс гортани. Достаточно, на моей практике редкая патология, с которой я сталкивалась. Потому что далеко не все пациенты имеют данную патологию. На этом видео мы видим, как у нас череповидные хрящи заходят друг на друга. Соответственно, и ларингеальные мешочки, которые у нас отечные. Вирусные и бактериальные инфекции. Данная тема, она достаточно широко распространена и требует, на мой взгляд, большего уделения внимания, потому что терапевты у нас сталкиваются с этим повседневно. Из инфекционных заболеваний, у нас чаще всего встречаются вирусные заболевания и бактериальные. Из вирусных чаще всего мы встречаемся с парагриппом собак, с аденовирусом. Из бактериальных инфекций чаще поражаются у нас бордетеллезом животные. Микоплазмоз в норме есть. В некоторых случаях он может вызывать патологии, как правило, особую значимость не имеет. У кошек это герпес-вирусные инфекции, но они также, в принципе, и обнаруживаются у собак. Реовирусы, микоплазмозы, кальцивирозы, бордетеллезы у кошек тоже регистрируются. Как видно на этой картинке, бордетелла, бронхисептика, она локализуется и больше поражает у нас гортань, носоглотку, также поражает слизистую трахеи, потому что она размножается в мерцательном эпителии. Аденовироз собачий и парагрипп чаще локализуется в носовой полости, поражает слизистую носовой полости. Соответственно, сама по себе бордетелла бронхисептика, она очень редко регистрируется. Как правило, они сочетанные два заболевания. Это вирусная инфекция любая, и бордетелла бронхисептика. Я не знаю, воспроизведется это видео или нет. К сожалению, нет. Было видео, как кашляет кошка и собака, но, к сожалению, не воспроизведется. На данном слайде у нас хорошо видно, как размножается бактерия бронхисептика. То есть она поражает слизистую оболочку мерцательного эпителия, хорошо размножается здесь и не попадает в кровяное русло. То есть это не системное заболевание. Происходит заражение обычным элементарным путем, то есть это с помощью, когда животное на прогулке где-то гуляет, либо при контактном заражении с другими животными, также это может быть с помощью, в контактном плане, в смысле хозяева, то есть это кожа хозяев, одежда. Потрогали, погладили собачку и, соответственно, можно заразить ее. На данном слайде мы видим, соответственно, как в норме у нас выглядят бронхи и как они выглядят во время стадии воспаления. Соответственно, утолщается слизистая оболочка, послизистые эпителии, и в просвет бронха может выделяться секрет. Секрет от слизистого до гнойного. Соответственно, гнойный секрет у нас из-за обсеменения бактериальной инфекции. Период проявления клинических признаков у нас от недели до 10 дней. Может иногда быть дольше. Последний пациент у меня был, у которого клинические признаки они наблюдались по прошествии 12 дней.
Но, тем не менее, от 7 до 10 это как бы такой средний срок. Как животные себя проявляют? То есть это начинается от вялости, могут быть животные вялые, могут быть нет, и кашель. Достаточно специфический кашель при бордотелезе. То есть животное резко кашляет, и в конце как будто бы рвота. То есть владельцы часто путают такой кашель с периодами рвоты. Но не надо забывать о том, что это не характерный для рвоты признак. Диагностика. Как правило, начинают у нас с рентгенологического исследования, то есть это боковая и прямая проекция грудной полости. В большинстве случаев мы не видим никаких изменений. То есть может быть легкое усиление бронхиального рисунка, и не более того. Как правило, у нас берутся клинический анализ крови. Ну, здесь написано биохимический, но наши терапевты в большинстве случаев берут только клинический анализ крови. Далее уже на усмотрение владельцев. То есть у нас терапевты предлагают либо пробный вариант лечения, это назначение антибиотикотерапии, но это как бы такое лечение а-ля пальцем в небо. Либо проведение бронхоскопии с нормальным забором материала, то есть это соскобы для ПЦР-диагностики, для бактериологического исследования и для цитологического исследования. На данном слайде представлена цитологическая картина бронхоальвеолярного лаважа. Здесь в большинстве клеток это нейтрофилы. Соответственно, мы имеем представление, значит, что это бактериальное воспаление, и назначаются, согласно бактериологическому исследованию, антибиотики. В силу того, что не все владельцы могут позволить себе бронхоскопию с забором материала, так как это достаточно затратно в плане денег, они пробуют начинать лечение тупо с антибиотиков. Авось поможет. Но когда не помогает, уже приходит непосредственно на бронхоскопию. Соответственно, из антибиотиков выбора у нас на первом месте стоит доксициклин. И, в принципе, в американской литературе я тоже нашла, что у них антибиотиком выбора тоже на первом месте стоит доксициклин. Из остальных антибиотиков часто назначают синулокс. Дальше уже, если не помогло, то по результатам бакпосева. Здесь будет представлена бронхоскопия с относительной нормой, то есть здесь только отечные ларингеальные мешочки, остальное все в пределах нормы. Мы визуализируем надгортанник, мягкое небо, слизистая оболочка ротовой полости и черепно-лицевых хрящей у нас достаточно розовая. Геометрия трахеи не изменена, то есть она достаточно округлая. Слизистая оболочка трахеи тоже розовая, кольца трахеи визуализируются достаточно хорошо. Бифуркация, левый главный бронх. Слизистая оболочка тоже розовая, никаких выделений нет, никакого эксудата. Правый главный бронх. Также, собственно, видим, что никаких патологических изменений нет. И, соответственно, второе видео. Здесь у животного интересная картинка. Это была американская жесткошерстная кошка с бактериальным трахеобронхитом. То есть мы видим изменения уже, в принципе, в трахее. Достаточно сильная васкуляризация, но она, в принципе, может быть и в норме. Кольца трахеи. Это бифуркация. И уже, собственно, видим гнойное воспаление. По рентгеновскому снимку там были поражены абсолютно все легкие. К сожалению, у меня снимка не осталось. Инородные тела. Не сказала бы, что это достаточно часто распространенная проблема, но, тем не менее, она имеет место быть. В качестве инородных тел могут служить различные части пищи. Это при либо рвоте, либо срыгивании,
пищевыми массами, различные части растений, если животное любит их есть, либо нюхать, пластик, камушки, когда животное гуляет. Вот. Соответственно, в данном случае у нас животное приходит с острой дыхательной недостаточностью, и таким животным в первую очередь делаются рентгеновские снимки. Не на всех рентгеновских снимках, конечно, будут видны контрастные какие-то инородные предметы, но, тем не менее, это снимок, на котором у нас визуализируется контрастный инородный предмет в трахее. Соответственно, он был удален. Такие инородные предметы, как пластик, либо кусочки стекла, они достаточно редкие. Здесь нужно быть тоже очень аккуратным, дабы не перфорировать стенку трахеи и не вызвать пневмоторакс. То есть удаление должно быть максимально аккуратным. Из оборудования чаще всего используется для мелких животных либо жесткая, либо гибкая, но тонкая оптика. В нашем случае, в нашей клинике у нас 5-миллиметровый оптика с нулевым градусом обзора. И, соответственно, дополнительно различные петли, хваталки, грасперы. Вот. Иногда могут помочь катетеры Фоллея, но пока мне это никак не помогло. На данном видео будет удаление травинки из гортани. То есть животное обратилось с тем, что животное кашляет приступами, то есть после прогулки, после того, как наелось травы, то есть погуляло животное, наелось травы, и приступы кашля были очень сильные. Соответственно, терапевты, добрые товарищи, передали на эндоскопию животное, и мы обнаружили сразу за надгортанником, недолго видео, но будет видна травинка, которая из носоглотки в гортань у нас располагалась. Удаление достаточно простое, то есть вы захватываете травинку, удаляете, и животное дальше спокойно себе живет. Если нужно, назначайте антибиотикотерапию, если не нужно, то отпускайте с Богом. Вон, травинка, соответственно. Вот. Она благополучно была удалена. На этом слайде, соответственно, выглядят различные народные предметы, и в том числе это камушек. Астма. Достаточно распространенная проблема у кошек. У собак это называется аллергический трахеобронхит, аллергический бронхит. Сведений по поводу астмы у собак не так уж много, потому что, как правило, это либо связано с серьезной патологией иммунной системы, просто так астма у собак не возникает. То есть аллергический бронхит должен быть спровоцирован либо какими-то аллергенами типа сигаретного дыма, аэрозоли, распыляемые владельцем, либо сопутствующими заболеваниями легких. Из симптомов, соответственно, у нас дыхательная недостаточность, одышка, свистящее дыхание, могут быть приступы длительного кашля, дыхание с открытым ртом, вялость и снижение веса – это такие непосредственные клинические признаки. Что же у нас происходит с бронхами, когда есть аллергический бронхит либо астма? Соответственно, так выглядит нормальный бронх, и так выглядит при аллергическом бронхите либо при астме. То есть сужается просвет бронха, отекает слизистая и подслизистый слой. Внутрь в просвет в бронха у нас, соответственно, уходит содержимое. То есть это либо, как правило, слизистое пенистое содержимое, то есть слизистый эксудат. Из диагностики у нас рентгенография, также проводится бронхоскопия с бронхоальвеолярным лаважом. То есть за границей наши коллеги повсеместно проводят данную манипуляцию. У нас как-то не скажу, что прям уж большинство врачей направляют на данную процедуру, хотя это достаточно правильно, потому что вымывая содержимое и проводя глубокие смывы, мы получаем адекватный ответ патологии и, направляя на бактериологическое исследование данные смывы, получаем хорошие результаты, именно связанные с микроорганизмами, которые у нас будут внутри бронхов, либо в глубоких отделах уже бронхов.
Как правило, по цитологии нам приходит эозинофильное воспаление, и уже на основании цитологического исследования терапевты назначают симптоматическое лечение. Из предрасположенности к данному заболеванию, как правило, наблюдаются сиамские и тайские породы кошек. У собак определенной предрасположенности к этому нет. На данном слайде, собственно, мы визуализируем, как выглядит в норме трахея и бифуркация. На данном слайде, собственно, отек слизистой оболочки. На видео представлен пациент, который у меня был 2 раза на бронхоскопии. Мы делали контрольное исследование, смотрели, соответственно, на ответ на диагностику, на лечение. И на данном видео представлена астма кошек, как она выглядит, да, как характеризуется. То есть это избыточное количество слизистого секрета, очень большое количество, он такой густой по своей по консистенции. Достаточно трудно визуализировать, то есть иногда вам это может затруднить оценку слизистой оболочки, какого он цвета, есть ли какие-то кровоизлияния дополнительно. Но, в принципе, здесь у нас мы видим, да, что из бронхов происходит отделяемый секрет. Про коллапс трахеи сегодня уже рассказывал Антон Николаевич, но я так чуть-чуть коснусь, что это тоже одна из причин образования кашля у животных. Здесь, соответственно, представлены 4 степени, ну, более-менее, чтобы вы ориентировались, как это выглядит. Соответственно, обращаются к нам пациенты и йоркширские терьеры, и шпицы, и той-терьеры. Достаточно часто это у мопсов, французских бульдогов, английских бульдогов, то есть всех брахицефалов, как правило, присутствует. Но чаще всего, конечно, карликовая порода собак. Причина возникновения коллапса неизвестна до сих пор, как я, по крайней мере, это нашла. Из клинических признаков чаще всего такие пациенты имеют кашель, шумное дыхание, одышку. И в самых тяжелых случаях это уже цианоз слизистых оболочек. Из диагностики данной патологии в первую очередь мы прибегаем к рентгенологическому исследованию. Дальше, если у вас есть ЦДУГА, вы делаете флюороскопию, компьютерная томография и трахеобронхоскопия. Но, как пишут источники, золотым стандартом является все-таки бронхоскопия, для того, чтобы именно оценить степень повреждения и того, как животное, соответственно, дышит. Потому что нередко на рентгеновском снимке не видны коллапсы бронхов. То есть если коллапс трахеи еще можно более-менее увидеть, то коллапсы бронхов не видны. Ну, по крайней мере, у меня так было. И на бронхоскопии мы это все визуализируем. Здесь на видео будет представлен коллапс трахеи и бронха. Как видите, это йоркширский терьер. Отечные ларингеальные мешочки. И здесь представлена 2-я, 3-я степень. То есть мы видим изменения, пролоббирование дорсальной мембраны, то есть она сверху. Достаточно обильное количество, не обильное, в принципе, умеренное количество секрета внутри просвета трахеи. Отечные ларингеальные мешочки. И, в принципе, была гиперемирована слизистая череповидных хрящей. На этом видео, на следующем, у нас будет коллапс левого главного бронха. Достаточно частая проблема, не знаю почему, вот у многих пациентов регистрируется именно коллапс главного левого бронха. Информации пока конкретной не нашла, почему это происходит. То есть здесь мы видим также отечные ларингеальные мешочки. Здесь я осматривала именно на вдох-выдох
нет ли паралича, но здесь просто животное седировано. Не сказать, что прям уж очень глубоко, но тем не менее. Это может затруднять оценку, есть ли паралич или нет. И, соответственно, мы уже издалека видим, что есть проблема с бронхом магистральным. Естественно, у нас здесь полный коллапс. Дальше проблем с коллабированием нету. Но, тем не менее, это вызывает кашель у животного. Если ничего с этим не делать, и животное дальше на стрессе, на эмоциональных каких-то нагрузках будет кашлять, то вполне возможно прогрессирование в сторону трахеи. То есть может коллабироваться и правый главный бронх, может коллабироваться и бифуркация, и, соответственно, сама трахея. Прогнозы здесь очень осторожные. Неоплазии. Из записанных случаев, которые я, по крайней мере, нашла, около 2% приходится на опухоли трахеи. Также достаточно часто регистрируются опухоли именно гортани, нежели трахеи. То есть у кошек очень много описано неоплазий именно гортани. Молодые собаки, как правило, редко к нам приходят с какими-то подозрениями на неоплазию, но тем не менее в литературе описаны случаи остеохондром. Пожилые собаки больше предрасположены к аденокарциному и хондросаркомам. Кошки предрасположены, определенные породы, к лимфомам. Из клинических признаков на данном слайде мы визуализируем в трахее какое-то контрастное затемнение. Соответственно, это повод провести трахеобронхоскопию для того, чтобы осмотреть, что это такое. Из клинических признаков могут быть одышки, может быть стридор, кашель, свистящее дыхание, дыхание с открытым ртом, цианоз слизистых оболочек, дисфония, другие, и множество других клинических признаков, но это самые основные. Из диагностики, конечно же, всегда осмотр, пальпация трахеи, аускультация, могут быть изменения именно в плане вдоха-выдоха, свистящие, шумящие, там, хрипы на аускультации. Ларингоскопия, если животное позволяет это провести. То есть далеко не все животные согласны, чтобы вы им там залезли в рот и посмотрели, что же у тебя тут не так. Вот. Но, тем не менее, если есть ларингоскоп и животное позволяет, большинство неоплазий могут быть обнаружены таким простым методом. Из рентгенологического исследования, соответственно, мы можем увидеть какие-то контрастные изменения. Далеко не все, но большинство неоплазий, они достаточно хорошо видны на рентгенских снимках. Компьютерная томография и трахеобронхоскопия хорошо позволяют идентифицировать данное новообразование и определить, в какой именно части произошло инфицирование. Для постановки диагноза, соответственно, для того, чтобы определить, что это такое конкретно, нам всегда требуется гистологическое исследование. Только гистологически мы можем поставить диагноз. Мы отправляем гистологию сейчас только в США. С Англией уже не работаем. Так, на данном видео будет представлено животное. Кошка, ей было 16 лет, ей есть 16 лет. Пришла как раз-таки... нет, это другая. Здесь как раз-таки неоплазия именно гортани. Но владельцы данного животного ничего не захотели делать, то есть они сказали, сколько проживет, столько проживет. И, в общем, ушли. Вот. Но, тем не менее, вот такое интересное образование мы увидели. А вот это исследование. Кошка поступила к нам из нашего филиала для проведения компьютерной томографии. На компьютерной томографии было диагностировано уплотнение чуть выше бифуркации трахеи. И, соответственно, животное было передано на эндоскопическое отделение для того, чтобы провести трахеобронхоскопию и посмотреть, что же это такое, как это выглядит. Вот, собственно, такое новообразование, практически полностью заполняющее просвет трахеи, но животное каким-то образом еще могло дышать. То есть из клинических симптомов у него был стридор, то есть животное очень сильно пыталось вдохнуть,
напрягались и межреберные мышцы, диафрагма очень сильно напрягалась. Животное было в вынужденной позе, то есть больше лежало, не вставало. Отказ от еды. И, соответственно, при обнаружении данного новообразования мы провели его удаление. На тот момент удаление я не думала о том, что закровит, не закровит. Просто вот нужно было удалить, и все. И слава богу, что никакого кровотечения не было. Удалилось это абсолютно хорошо и полностью. То есть сразу после удаления животное вздохнуло полной грудью. Аппетит восстановился, животное набрало в весе. Уже как почти 4 месяца прошло после удаления данного новообразования, животное себя чувствует прекрасно. Поэтому очень рада, что такие пациенты у нас, что эндоскопия помогла. По гистологическому исследованию пришла карцинома. Вот. И, соответственно, на данном этапе